Друзья, всем здравствуйте! Ну что, я переоделась, и я готова к новому мастер-классу. Сегодня мы будем с вами переделывать вот этого красавца. Значит, я уже разобрала его, так пока приставила, чтобы вы понимали, какой у нас объем работы. Смотрите, на прошлом мастер-классе мы с вами создавали вот имитацию поверхности кожи. У нас был вот такой вариант. Вот такой вот крокодил и змеюшка. Такой вот в итальянском стиле. И вот такой вот. В сегодняшнем мастер-классе я хочу применить одну из вот этих двух поверхностей. Пока не знаю, на какой остановиться. В общем, это уже в процессе работы. Я все-таки определюсь. Пока не знаю. Кто не видел мастер-класса по созданию вот такой вот структурной кожи, ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Вот, значит, едем дальше. Что я буду делать? Сейчас я сниму зеркало, и я протру, протру, обезжирю трюмо, значит, влажной тряпочкой, и сначала с фейри, ну, чтобы обезжирить, потом насухо, а потом я буду грунтовать. Грунтовать я буду грунтом Отекс фирмы Текурила. Алкидный грунт. Так, господи, он у меня весь заляпанный. Вот, Отекс. Алкидный грунт. Значит, ребят, это вот просто моя палочка-выручалочка. Мне не надо ничего шкурить. Мне не надо ничего шкаблить. То есть вот этот грунт я могу наносить смело на любые сложные поверхности. Стекло, пластик, советская полировка, потом ламинированное ДСП, как вот сейчас очень много мебель делают из этого ламинированного ДСП. То есть где обычная краска акриловая сползает, грунт держит намертво. То есть мы прогрунтуем нашу поверхность все прогрунтуем. Дадим высохнуть, хорошо просохнуть, а потом мы можем на этот грунт сверху накладывать любую краску, абсолютно, будь то алкидная, будь то акриловая, разницы нету. Можно на этот грунт ложить любую краску, и все будет держаться, ничего не будет сползать. Вот, значит, я протираю, грунтую, потом, значит, когда прогрунтую, все, мы с вами вернемся, и я расскажу, что будем делать дальше. Так как эта часть у нас открытая у трюмо, и ее будет видно, здесь у нас вставляются ящички, а здесь открыто. Вот эту часть нашей панельки задней я тоже прогрунтую, я ее буду красить. Так, ребятушки, загрунтовала все детальки нашего трюмо. Теперь, значит, с фактурой тоже определилась. Я как в том анекдоте. Дайте мне таблеток от жадности и побольше. Так же и я. Хочется и эту фактуру, и эту фактуру. В общем, остановилась я на вот этой. Будем итальянить, ребят. Сделаем в итальянском стиле. Трюмо, к нему я сделаю пуфик такой же. В общем-то, я думаю, будет здорово. А эту фактуру я хотела, думаю, может эту. А эту фактуру оставлю для другого чего-нибудь. Посмотрим. Тоже поиграем, что-нибудь интересное сотворим. Значит, все, останавливаюсь на этой и подготавливаю наше трюмо, значит, к следующим действиям. С двух сторон здесь по бокам у меня будет черное. Вот черные боковушки будут. Черная будет нижняя столешница. С верхней я поиграю. Еще не знаю пока. Будет черная, может быть, с бордовым что-то поиграю.
Здесь мы тоже сделаем такое вот небольшое отступление черным цветом, а внутри мы сделаем эту фактуру. Вот. Значит, сейчас я заколирую красочку в черный цвет. Покрашу пока вот все, что мне надо в черный цвет покрасить. А фактуру мы с вами уже вместе будем делать. Сейчас расскажу, как буду делать черную краску, колеровать. Значит, у меня краска акриловая, база С. База С это без белого пигмента, то есть она прозрачная. Визуально она белая, но на самом деле она прозрачная. И добавлять буду туда черный колер. Значит, вот недавно взяла вот эту фирму «Фактура». Мне понравилось. Нравится работать с текурилой на базе С. Вот, тоже неплохие. В общем, финские, немецкие, какие-то наши сейчас. Единственное, что мне не нравится, это фирмы ВГТ база С. Акриловая на базе А, белая краска, хорошая. База С не очень, никакая. То есть туда надо очень много добавлять колера, чтобы она была насыщенная. Ну, в общем, не надо. Покажу вам поближе краску. Фактура. База С. Вот видите, визуально она как будто белая. Но белого пигмента, то есть красителя белого, здесь нет. Да, господи, все валится. Тряхиваю колер. У меня такой черный. Ну, у вас может быть какой-то другой. На глазок абсолютно. Как бы тут нет каких-то пропорций прям. Хорошо перемешиваю. Вот видите, черная краска. В белую, если вы добавите черную, будет серая. Такой черной не будет. Если база А. Просто белая акриловая краска. Такого вы не получите цвета. Все, сейчас хорошо тщательно перемешаю. Дам постоять минут 10. И приступаю к покраске. Вот начнем с боковин. Красить буду валиком, чтобы ровнее ложилось. Где там труднодоступные какие-то места, конечно же, кисточкой. А так вот ровные поверхности все валиком. Так, ну все, ребятушки, краска наша отстоялась. Работать буду велюровым валиком. Мне нравится с ним работать, он экономичный, краски много не берет. Можно и поролоновым, но поролоновым много краски берет. Вот буду работать велюровым. Итак, начинаем прокрашивать с этой стороны черным, с этой стороны черным и на той тумбочке то же самое. Обе стороны прокрашиваем в черный цвет. Перед работой красочку еще раз хорошо перемешиваю. Поставила немножечко на вот подставочки, чтобы от пола отходила. Можно было внизу нормально прокрасить. Ну все, сейчас вот таким образом прокрашу боковушки, и мы с вами вернемся. Ну что, друзья, показываю, что я тут наколдовала без вас. Значит, покрасила тумбочки, и внутри тоже, вот нижнюю часть и заднюю часть у тумбочек я прокрасила в черный цвет. Ну, поиграла немножко, скажем так. Значит, боковушки тоже, боковины с этой стороны и с этой. Прокрасила и уже залакировала. Лакировала я двумя лаками. Лакрой, он очень сильно глянцевый. Вот на 2 слоя лакрой пролакировала, а потом слой дала вот так ВГТ. Немножко убрала этот сильный глянец ВГТ, он матовый такой. И сильный глянец я убрала. Не нужен он мне такой сильный. Вот, теперь занимаюсь столешницей. Значит, столешницу тоже покрасила. На 3 слоя лака я ее уже покрыла.
Сейчас еще 2 слоя дам. Столешницу буду покрывать на 5 слоев лака. Почему? Потому что оно, ну, ее больше всего эксплуатировать будут. Эту часть столешницы нижнюю. Вот у меня еще верхняя часть. Я еще ничего с ней не делала, только вот покрасила в черный цвет вот эти вот бортики. Вот. Тут я еще пока не знаю, что сверху. Тут сверху немножко будет другой цвет, не черный, чтобы не сливалось все. Так, тут рассказала. Значит, хочу внутри еще немножко тумбочки оформить. Сейчас покажу, как. Значит, покрою столешницу 4-м слоем лака, отправлю сушиться и покажу вам, что я там придумала с внутрянкой тумбочек. Итак, друзья, рассказываю. Значит, вот наша тумбочка. Вот низ нашей тумбочки. Хочу на низ тумбочки нанести золотой трафаретик. Будет вот такая вот лилия. То есть я сейчас сделаю трафарет. И вот здесь вот так вот на дно тумбочки сделаю трафаретик. А вот тут вот внизу, вот тут вот, напишу свою подпись. Авторская работа. Ну, то есть распишусь. Я думаю, будет... Ну, почему-то мне вот такая мысль в голову пришла. Должно смотреться оригинально. Как буду делать теперь трафарет? Вот смотрите. Значит, это я распечатала на принтере, нашла в интернете картинку, сделала ее по размеру. Вот эта маленькая лилия у нас будет на дверце внутри. То есть здесь, видите, вот такая. А я сделаю на дверце вот такую вот лилию. Она мне почему-то больше понравилась. Вот, сделаю из нее также трафарет. Так, трафарет буду делать из вот такой вот бумаги. Это самоклеющаяся пленка. Такая вот. Я специально брала для этих дел, для трафаретов. Сейчас приложу бумагу копировальную. На нее наложу сверху картинку. В общем-то, нарисую вот этот мотивчик. И затем вырежу его. Вырежу. Как делать трафареты своими руками у меня есть на канале. Там более подробно все рассказано. Ссылка на это видео будет под описанием нашего видеоролика. Вот. Сейчас, в общем, делаю трафарет. И как начну его уже здесь применять, мы с вами посмотрим вместе. Ну что, друзья, поехали. Трафарет готов. Значит, вырезала я его вот таким вот ножичком. Покупала в строительном магазине и вырезала. Так, теперь определяюсь, где он у меня будет. Вот так вот посередине. И работать буду с патиной. У кого нет патины, можно обычные акриловые золотые краски, там серебряные. Но у меня вот... Вот она. Патина. Я покупала в магазинах все для рукоделия. У каждого в городе свой магазин, поэтому тут я вам не подскажу. Снимаю пленочку. Верхний слой вот этот вот. Не до конца, немножко вот определяю место. Так, чтобы ровненько было. Смотрим, чтобы у нас трафаретик лег ровно. Друзья, давайте я это без камеры сделаю, а то я сейчас накосячу. Ну, то есть пленочку снимаем, нижний слой, и пленочку аккуратно, ровно выкладываем вот сюда. Сейчас я это сделаю и покажу вам, а то сейчас со слепу наделаю делов. Все, аккуратненько приклеила. И вот так вот. Тут вот прижимаем. Чуть-чуть. Здесь полностью не прижимаю, а то потом снимать тяжело будет. Я хочу его использовать еще на один раз. А если я его весь сильно сейчас прижму, снять, чтобы его не деформировать, у меня не будет возможности. Вот так вот. Так, теперь беру свою патину, стряхнула. Это поролончик. Сильно ярко не хочу, я как бы слегка припылю. Вот так вот, просто рисунок. То есть я его не покрыла таким прям слоем сильным,
где-то проглядывает черное. Теперь будем снимать аккуратненько, аккуратненько. Пленка тянется, поэтому стараюсь снимать потихоньку, чтобы его использовать можно было еще на разок. Патина сохнет быстро, поэтому я не боюсь, что краска размажется где-то, пока я тяну пленочку, и она где-то касается патины. С акриловой краской надо будет подождать, чтобы она высохла. Если будете делать не патиной, а акриловой краской. Вот. Вот что у нас получилось. И трафаретик сохранили. Сейчас я его опять приклею на нашу эту. А вот здесь сейчас также золотом сделаю роспись. В общем, показываю, что у меня получилось. Вот так вот. Вот это наша внутряночка такая будет. Сейчас со второй тумбочкой сделаю то же самое. И мы с вами продолжим. Значит так, друзья, смотрите, столешница наша на 5 раз залакирована. Теперь что буду делать? Теперь я хочу здесь вот так вот по кантику ее как бы строчку дать. Имитацию строчки. Чем я буду делать? Буду делать это с помощью вилки, обычной вилки. Вот вилка. Обратите внимание, вот зубцы на концах острые, заостренные. Не тупые, а заостренные. И с помощью ручки. Белая гелевая ручка. Смотрите, каким образом. Я буду ставить эту самую вилочку вот так вот на краюшек. И надавливать. То есть и вот эти вот зубцы, видите, они у нас ровненько расположены друг от друга. Вот так вот рядком ровненько вдоль нашего бордюрчика я пройдусь. То есть поставила, надавила. Переходим в последнюю ямочку первой нашей этой самой первой пикой от вилки. Дальше продолжаем давить. Надавили, переставляем в последнюю первой. И вот так вот ровненько я прохожусь. Потом уже, когда буду сейчас отрисовывать, пройдусь, то есть, какое-то расстояние сделаю, потом начну отрисовывать. При вас не буду сейчас, потому что, зрение у меня прям оставляет желать лучшего, и мне надо наклоняться, чтобы я здесь не промахнулась, ровненько все сделала. Мне нужно будет наклоняться. Кроме моей тыковки вы больше ничего не увидите, если я буду наклоняться. Поэтому объяснила. Вот, ставим, надавливаем, ставим, надавливаем. И у нас тогда будет ровное расстояние для стежков. Сейчас я вот понадавливаю вот так вот и покажу, как буду вырисовывать наши стежки. Решила выйти из положения немножко по-другому. Вот видите, я уже тут упражнялась, сделала стежки. Но здесь на светлой поверхности, поэтому я делала вилкой. Вот видите, наши черные точечки совпадают с расстоянием зубцов вилки. То есть вот так же я протыкала. Но это на светлой поверхности. Потом черным фломастером ставила маленькие точечки, а потом отрисовывала белой ручкой. Мне так проще будет вам показать, чтобы не мучить вас. От отверстия до отверстия немножечко дугой вот такой вот буду прорисовывать. Мы и сделаем стежки. Сейчас вот там, где я отметила, уже у меня немножко есть отметин. Сейчас я начну прорисовывать через одну. Вот так вот сделаю строчечку, отстрочу. И, возможно, рядом вторую также. То есть двойной строчкой я это все сделаю. Отступлю потом, допустим, вот полсантиметра. Опять проложу точки вилкой и сделаю строчку. Получится у нас как будто черная кожа, простроченная белыми нитками. Ну что, друзья, закончила я декоративную строчку по нашей столешнице. Вот что у нас получилось. Вот. Так, теперь я
сверху покрою лаком, потому что ручка гелевая, ее легко можно стереть. Вот, поэтому мы ее закрепим, покрою лаком акриловым. Ну, у меня вот такой, у вас может быть какой-то другой. Ну, с баллончика. Можно, конечно, и просто акриловым кисточкой аккуратненько пройтись. Рисковать не буду, сделаю лаком из баллончика. Ну, теперь я защитила наш шовчик. Вот. Теперь он у нас никуда не денется. Так, друзья, начала, значит, оформлять я уже наши дверцы. И нижняя панелька между тумбочками. Покажу сейчас вам, как делала быстренько, потому что у нас есть более подробный мастер-класс, как сделать. Будем делать вот такой вот фон. И у меня есть на канале мастер-класс более подробный, прям как я это делала. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. А сейчас мы так вот быстренько, поверхностно с вами пробежимся. Заполняю серединку хаотично так вот. Работаю акриловыми красками. Прошлись бежевым цветом. Теперь пускаем в ход песочный цвет, такой горчичный. Начинаю перемешивать. Вот, стираю постепенно границы. Так вот. Так, все, серединка наша закончена. Даем ей просохнуть. И покажу, что будем делать дальше. Значит, тут я обклеивала скотчем по периметру, чтобы не залезть на границы другого. Сейчас, пока краска еще не высохла, скотч снимаю. Потому что, когда краска высыхает, и та, что зашла на скотч, тянешь, может сюда потянуться на рисунок. Поэтому, пока мокрая, я ее снимаю. Так, все, друзья, подготовила площадочки наши для декора. Теперь смотрите, вот наши дверцы. Вот они, именно вот так они и будут смотреть друг на друга в трюмо. То есть рисунок мы делаем здесь в зеркальном расположении. То есть сейчас будем делать вот этот и вот этот квадрат, вот этот и вот этот. Вот, чтобы у нас рисуночек в зеркальном отображении был. Теперь начинаем с песочного цвета. Здесь мы начинали с бежевого, теперь начинаем с песочного. Теперь у нас пойдет бордовая краска и терракотовая. Мы их будем перемешивать между собой. Так, поехали. Значит, бордовый и терракотовый. Сейчас они у нас пойдут в дело. Выложила себе на планшетку и начинаем. Я беру и тот цвет. В общем, я их перемешиваю. Вот таким образом. Сейчас у нас подсохнет это. Пускай это сохнет, я начну эту сторону точно так же. И на этих двух, на третьей то же самое. То есть сейчас делаем вот в таком цвете. Ну что, едем дальше. Значит, высохли у нас эти квадраты.
Я переклеила, теперь освободила место для этой территории. Будем использовать теперь краску терракотовую, бордовую и темный шоколад горький. И начинаем мы с терракотовой и бордовой. Я буду перемешивать. Так, добавляем теперь горький шоколад. Ну вот показываю, что у нас тут получается. Сейчас вот по всем остальным поверхностям пройдусь. Все оттонировала, все покрасила. Теперь нам нужно будет вот здесь теперь тонировать. Вот эти вот границы мы все с вами сейчас оттонируем. Беру цвет горький шоколад, выкладываю его. Добавляю чуть черного, чтобы он стал совсем темно-коричневый. Работать буду вот такой кисточкой скошенной. Мне так ей удобно. Кончик обмакиваю. Лишнее убираю и поехали. С этой стороны. Теперь с этой. И таким образом по всему периметру мы с вами тонируем вот эти границы. Так, едем дальше. Значит, оттонировала полностью по всему периметру, везде, где есть границы, оттонировала. Теперь беру лак акриловый, вот такой вот у меня глянцевый, и залакирую полностью на один раз всю поверхность. Все, отправляю сушиться, высохнет, и мы с вами вернемся.
Акриловый лак полностью высох. Теперь мы будем делать кракелюр. Кракелюровым лаком, двушаговым кракелюром. Я работаю вот таким, мне он очень нравится. Мы будем делать трещинки. Значит, сначала наносим первый шаг. Если мы хотим трещины побольше, крупные такие, то наносим прям таким хорошим толстым слоем. Если мелкие, то тоненьким слоем. Я буду делать среднее, то есть не толстый слой, не тонкий, что-то такой вот средний тон, слой. Наливаю, и сначала я наношу вот так вот полностью лак. Все, нанесла, значит, первый слой лака. Это у нас первый шаг. Вот он. Теперь отправляю сушиться. Высохнет полностью. Ну, можно и до отлипа. Чуть-чуть пальчик приставляете. То есть вроде как уже высохло, но немножко прилипает. Такое тоже можно. Но я дам полное высыхание. И будем накладывать второй шаг. Первый слой лака наш высох полностью. Теперь будем накладывать второй слой лака. Это вот номер 2. Смотрите, если первый слой мы накладывали вот так, второй слой мы будем накладывать поперек. Все, отправляемся сушиться. Все просохло. Вам на камеру сейчас не видно трещинки, но сейчас я их начну заполнять, и вы их увидите. Взяла вот такой вот порошок золотой. Тоже покупаю в магазинах для творчества. И теперь мы будем им заполнять наши трещинки. Вот видите, как проявляются. Ну что, заполнили мы наши трещинки. Теперь мы будем делать строчку. То есть опять с помощью вилки я проложу ровненько вот так вот строчку, сделаю фломастером черные точки, отмечу. И потом буду уже выводить строчечку. Покажу как. Сейчас сначала отмечу, как будет проходить строчка. Так, ну что, проставила я точечки везде, как у меня будет проходить строчка. Проставила фломастером вот таким вот маркером, не стирающимся. Теперь я взяла гелевую ручку белую и начинаем мы с вами строчить. Ну, начнем строчку с середины, с нашего треугольника, ромбика. Просто вот так скобочку. Раз, беленькую. И вот так вот все полностью я буду прорисовывать. Доходим до угла. И вот таким вот образом я сейчас сделаю строчку на всей площади нашей дверцы. Итак, друзья, строчку мы с вами закончили все. Теперь будем украшать нашу серединку. Я вырезала вот такой вот трафаретик. Как вырезать трафареты своими руками у меня есть на канале. Ссылочка на этот мастер-класс будет в описании под видео. Ставим его в серединку, прикладываем, выравниваем.
Дальше я взяла вот такую шпаклевку ВГТ универсальная. Выложила сюда в емкость. Добавила наши красочки, вот, которые я работала. Акриловая краска, горький шоколад. Добавила сюда и, в общем-то, перемешала. И у меня получилась вот такая коричневая шпаклевка. Для чего? Для того, чтобы у нас вот эта лилия не была белой, и потом я ее там закрашивала, да, мучилась. Она мне белая здесь абсолютно не нужна. Поэтому я сразу выкрасила в тот цвет, который мне нужно. Сверху я еще подтонирую. И теперь мы будем выкладывать нашу шпаклевочку. Теперь я ее отправляю сушиться. Пусть сохнет. И расскажу, что будем делать дальше. Так, ну что, подсохло все. Теперь беру абразивную губочку. У кого нет, можно взять либо 80-очку, либо 120-очку, наждачную бумагу. И ей аккуратненько пройтись. Вот прям слегка убираю все неровности, сглаживаю все. Так, все, сгладила все. Теперь беру наш трафаретик, прикладываю его также. Возьму немножко терракотовой красочки, смешаю с бордовой и пройдусь вот так вот чуть-чуть. Все, достаточно. Так вот. Теперь краска подсохнет. И будем, значит, пройдусь, сверху побрызгаю лаком. Для чего лаком? Для того, чтобы вот на вот этом кракелюрном лаке, то, что мы рисовали с вами ручкой гелевой, это все легко можно стереть, то есть не держится она на лаке. Поэтому я зафиксирую все наши стежки, вот нарисованные этим лаком из баллончика. Пробрызгаю. У кого нет, можно аккуратно кисточкой, прям аккуратно, не тереть, а вот прям аккуратненько, так как бы прочпокивая кисточкой, все это зафиксировать. А потом уже, когда высохнет, можно уже все это покрыть лаком. В общем, сейчас это высохнет. Затем я зафиксирую лаком наши стежки. Потом покажу, что будем делать дальше. Так, все, лак просох. Теперь что? Теперь смотрите, вот эти вот косячки, где тут испачкано, вот по окантовочке, все это сейчас буду убирать. Возьму черную краску, возьму кисточку и аккуратненько сейчас все это поподкрашу. А затем уже дам, значит, поподкрашу, уберу косяки. Потом пройдусь уже вот таким лаком и позолочу нашу лилию патиной. Ну что, друзья, показываю. Собрала трюмо, показываю, что у меня получилось. Вот тут еще по нашему зеркалу пройдусь по талию, вот как здесь вот по ребрам прошлась. Здесь сейчас тоже пройдусь. И все, в принципе, трюмо закончено будет. Сейчас я вам поближе покажу, что у нас получилось. То есть узкую столешницу я тоже оформила, как и наши дверцы. Между ними вот черная столешница, чтобы все это между собой вот так вот играла. Так, теперь, значит, нам не хватает к нашему трюмо, конечно же, пуфика. Сделала пуфик, но еще не до конца, доделать мы его с вами будем вместе. Вот такой вот пуфик с одной стороны, вот с другой стороны. Вот он. Вот эту сторону мы с вами будем делать вместе. Здесь я уже вам показывала, как делать. А вот эту сторону, тут у меня, я не знаю, видно вам, нет, я ближе покажу. Черная переходит в темно-бордовый. Вот такой вот он переливается. Видишь, чтобы не совсем черный был. В общем-то, вот так вот поиграла немножко. Прострочила тоже, ну, как бы декоративную строчку дала.
Вот. Осталось вот низ сделать. И верхушка у нас будет каретная стяжка, такая мягкая сидушка. Вот такой вот пуфик. Ребят, как сделать пуфик, у меня есть на канале. Ссылочка на этот мастер-класс, как сделать пуфик, я оставлю внизу под описанием, чтобы вы понимали размеры все. Ну, сидушку, конечно, мы сейчас с вами сделаем. Тут будет каретная стяжечка. Вот я покажу, как я это буду делать. А само основание есть у меня мастер-класс. Ну что, сейчас будем позолочу здесь по талию наше зеркало и приступаем к работе с пуфиком. Так, друзья, работать буду вот с такой поталью, с патиной. Господи, патина, поталь путаю. Вот она. На губочку немножечко, прям кончик губочки обмакивать. Чуть-чуть. И слегка патиной вот этой мы проходимся после того, как мы уже покрыли лаком. Потому что если дать патину, а потом покрыть лаком акриловым, блеск лак съест. Не будет такой блестящей поверхности. Поэтому пролачили, а потом проходимся уже так вот слегка. Сильно не надавливаем. Ну и все, достаточно. Я думаю, здесь всего достаточно. Показываю вам поближе. Ну что, начинаем. Значит, вот наша сторона черная, да? Берем черную краску и снизу начинаю вести. Теперь беру бордовую. До границы с черной краской я веду бордовую. А теперь вот такими движениями. Раз. Раз. Вот смотрим, чтобы у нас не заходила черная. Вот пачкается кисточка. Вот видите, у нас вот штрихи эти проходят кисточки. Сейчас поближе вам покажу. Вот, смотрите, как рваные концы внизу. Неровные такие. Вот так. Сейчас это все высохнет. Потом будем трафаретить. Ну что, друзья, видите, все высохло. Затем я залакировала. Потом дала строчечку декоративную гелевой ручкой. Опять залакировала. А теперь мы будем делать трафаретик. Мы этот трафарет с вами уже использовали на нашем трюмо, на тумбочках внутри. Теперь мы его будем использовать здесь. Значит, я отмерила такую же высоту, как с той стороны. Смотрю, чтобы здесь с двух сторон было ровненько. Так. Возьму нашу патину. Уже, видите, отклеивается, но я успею сделать. Вот такая вот лилия у нас получилась.
Яркую специально не стала делать. Не хочу, чтобы она прям сверкала. Вот мне достаточно такой. Вот такой пуфик у нас с вами получился. Теперь будем делать сначала сидушку, потом дно. Сейчас буду все показывать. Что, мои хорошие, едем дальше. Тут я уже поначертила. Да. Значит, фанерка у меня 6 сантиметров толщиной. Размеры 34,5 на 34,5. Квадрат такой. Значит, я его разделила пополам. Затем я отмерила вот так вот с каждой стороны по 6 сантиметров. Прочертила. От 6 сантиметров расстояние вот это и вот нашей середины разделила еще пополам. А вот это расстояние от этой стороны до этой стороны тоже разделила пополам. Вот я вам вот так вот покажу, как я сделала. У меня получилось в середине 5 ромбов. 5. Высота 11. Так, вот так вот. 11,5. Так. И 11,5 так. То есть 11,5 на 11,5. 5 ромбов. Значит, просверлила отверстие. Теперь что буду делать? Еще раз показываю, что у меня получилось. Теперь, значит, я буду... Вот у меня тут остатки поролона. Вот их я и буду использовать. Вот так вот. Тут доставлять буду аккуратно. Вот так отрежу и приклею кусочек недостающий. Поролон у меня 3. Вот. Вообще сюда делаются на сидушке 5 сантиметров высотой этот самый поролон. Но у меня нет 5 сантиметров, поэтому я сделаю 2 по 3. То есть вот такая высота у меня будет. Сейчас я поколдую здесь, приклею этот поролон. Чем клеить буду, покажу. Вырежу сейчас по размеру. И мы с вами вернемся. Так, показываю. Значит, один слой поролона вот я вырезала уже. Здесь заплаточку сделала. Приклеила. Она никак не будет влиять. Если у вас нет целого куска, можно состыковать. Ничего страшного. Так, теперь будем приклеивать. Вырезала 2. Вот сейчас будем делать такой бутербродик. Приклеивать буду на клей-момент. У меня вот резиновый. Вот такой вот. Можно на обычный момент клей. Так. Можно не на резиновый, можно на другой клей-момент. Там кристалл, гель. Вот наношу. Может, у кого-то специальный для поролона есть. У меня нету, я вот таким пользуюсь. Видите, он хорошо его держит. Сейчас так вот переверну. Пусть постоит, приклеится. Буквально минут 5-10. И продолжим. Так, все, приклеилось. Теперь что мы делаем? Там, где мы с вами просверливали отверстие, я беру вот такие шпажечки для шашлыков. И сейчас мы будем протыкать, чтобы с этой стороны мы видели, где нам высверливать поролон. Протыкать нужно прямо. Вот я нашла вот такую пластмасску с прямым углом. И теперь я буду вот так, чтобы вам видно было. Вот приставлять, чтобы ровно заходило. Под прямым углом, никуда не в сторону, чтобы четко с другой стороны. Вставлять надо под прямым углом.
Готово. Переворачиваем. Вуаля! Что у нас получилось? Теперь беру маркер и отмечаю. Все отверстия мы с вами отметили. Так, теперь нам надо высверлить здесь отверстие в поролоне. Ну, обычно это делать специальной трубочкой такой. У меня ее нету. Но я тут приноровилась. Значит, 2,5 сантиметра диаметр у нашей коронки, у этой. Это для дерева, для гипсокартона. Ну, хочу попробовать. Получилось. В общем, сейчас вот таким образом я высверлю полностью все отверстия. Вот так. Высверлю сейчас, и мы с вами вернемся. Так, едем дальше. Значит, показываю. Просверлила отверстия все. Теперь взяла синтепон, вырезала его так, чтобы вот он у нас сюда заходил. Вот так вот. Теперь мы его степлером сюда прибьем. Так, вот эти вот излишки все, закрепили синтепон. Теперь его, это самое, продырявливаем его там, где у нас отверстие пальчиками. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Так, теперь будем обтягивать, буду эко-кожей, то есть кожзамом. Сейчас будем делать расчеты на наши ромбы. Итак, друзья, рассказываю, показываю. Тут пока расчертили на коже все разметки, чуть с мужем не развелись. Так, теперь смотрите, значит. Нам нужно будет прибавить наши ромбы на 4 сантиметра. Высчитывала по формуле. Я дам ссылку, по чьему мастер-классу мы делали эту каретную стяжку. Делаю очень редко, поэтому постоянно забываю, приходится вот палочка-выручалочка. Внизу под видео в описании будет ссылка на мастер-класс, как сделать каретную стяжку. Вот именно по этому мастер-классу мы и делали. Но я вам говорю именно за свои размеры сейчас. Вот. Рассказываю. Может, кто-то точно такой же пуфик будет делать с такими же размерами, вот как я делала. Теперь смотрите, значит, наша сидушка 34,5 на 34,5. Ромбы наши по высоте 11,5. И так, и так. Здесь у нас отступ, помните, да? 6 сантиметров мы отступали от края. С каждой стороны по 6 сантиметров. А потом уже я рисовала ромбы. Вот по 11,5 сантиметров. Что я сделала? Значит, у меня тут обрезок был. Я вывела угол прямой. От угла отложила 5 сантиметров. Это на подгиб. Еще 6 сантиметров. Это высота нашего поролона. Помните, 3,3. 6 сантиметров высота поролона. Это вот эта часть. И 6 сантиметров отложила на вот эту часть, сюда, которая заходит.
Итого у меня получилось 6, 6 и 5. 17 сантиметров с одной стороны отложила. Соответственно, 17 сантиметров с другой стороны отложила. И вот с этого угла, вот с этого квадрата, я уже начинала рисовать ромбы. Ромбы у нас плюс 4 сантиметра. То есть не 11,5, а 15,5 каждый ромб. Значит, высчитывала по формуле. Вот тут я сейчас вам покажу. Смотрите, если высота поролона 5 сантиметров, 5 умножаем на 2 и делим на 3. Получается 3 сантиметра, 3 миллиметра мы должны добавить к размеру нашего ромба. Допустим, если наш ромб 11 так, 11 так, то 3 и 3 с каждой стороны мы должны добавить. То есть у нас будет уже не 11 сантиметров, а 14 и 3 с одной стороны и 14,3 с другой стороны. Вот такой ромб будет. Если у нас вот 6 сантиметров высота нашего поролона, то, соответственно, вот 6 умножить на 2 и разделить на 3. У меня получилось 4. К своим 11,5 сантиметрам я добавила 4 сантиметра. И у меня получился ромбы по высоте и по ширине по 15,5 сантиметров. Если 8 сантиметров толщина поролона, то 8 умножаем на 2, делим на 3, получается 5 сантиметров, 3 миллиметра мы должны добавлять к нашим ромбам. Если высота поролона 10 сантиметров, то мы добавляем к нашим ромбам 6 и 6 сантиметров. Но я на всякий случай вот такую вот табличку написала. Может быть, кому-то пригодится. Это для каретной стяжки. Вот. Значит, 5, 6, 6, 15,5, 15,5. Здесь опять 6, 6, 5. Все, вот замерила. И сейчас буду вырезать наш квадрат, вот этот вот. На всякий случай с запасом. Ну, вот как у меня тут идет. Вот так вот. Теперь что мы делаем? Вот в эти точки в ромбах, вот они, я буду продевать нитку. У меня вот такая нитка, она прям такая нейлоновая, очень крепкая. Взяла длинную иголку, сделала вот такую вот петлю. Вот. И теперь на глазок, ну, может быть, вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12 ниток. Сейчас нарежу и вернемся, покажу, что дальше будем делать. Так, ну все, нарезала. Едем дальше. Беру иголку длинную, вдеваю. Теперь беру и там, где у нас вот эти вот точечки, мы проходим так. Заходим отсюда на полсантиметра, выходим здесь на полсантиметра. Только один конец выгоняем. И вот по всем точечкам, по нашим, мы продеваем нитки. Так, ну что, все ниточки наши вдеты. Теперь будем закреплять их. Беру иголочку, эту же длинную, с петелькой. Нитку вот петелькой сделала. Просовываем. Так. Переворачиваем.
сразу расправляю складочки, чтобы видно было, как они ложатся. Так, ребятушки, закрепила здесь вот. Сейчас буду выравнивать все. Палочкой от мороженого складочки все аккуратненько выравниваю. Теперь будем стягивать. Сначала мы подобьем все наши скобы. Пока равняю так по 4 сторонам. А потом вот здесь вот буду выкладывать вот так вот складочки. То есть, когда уже натяну, здесь аккуратно буду формировать складку. Итак, друзья, в общем, сделала, закончила. Вот. Уж тут я не стала вам показывать. Это долго. Натягивала, выравнивала, отрезала углы. В общем, вот что у меня получилось. Теперь мне нужно будет вот сюда вставить пуговички. У меня нету пуговиц, обтянутых кожей. Что я придумала? Нашла старенькие пуговицы, вот такие вот деревянные у меня были. Как раз 12 штук. Я что сделала? Я их покрасила. Сначала в черный цвет, а потом дала сверху немножко бордового. И покрыла все это лаком из баллончика. И вот что у меня получилось. Вот эти пуговички я сейчас буду вставлять вовнутрь. Специально одну пуговичку не красила, чтобы объяснить вам, показать, что было и как я сделала вот такие пуговички для нашей сидушечки. Так, вот эти обрезки наши ниток я не выкидывала, они нам сейчас пригодятся как раз вот для того, чтобы пуговички продевать. Так. Поехали. Отсюда беру вот иголочкой обратной стороной, чтобы мне там не это.
узелок большой, чтобы дырку не делать большую в коже. Я сделаю следующим образом. Вот так вот достаю. Беру ниточку. Пропускаю ее через петельку. И вот так вот. Вот она у нас, эта ниточка. Укладываю ее. Вот. Вот уложила. Теперь переворачиваю и степлером закрепляю. Все, пуговички все вдеты. Сидушечка наша готова. Теперь вот нам надо будет укрепить ее на пуфик. Каким образом? Специально, видите, дно не делала. Будем делать через дно. Сначала я, вот тут у меня есть такие обрезки. Что-то фигурное вырезала, не знаю, но вот остались. Теперь я их вот сюда вот таким образом со всех 4 сторон вот так вот саморезами закреплю. Здесь я засверлюсь вот так саморезами, а сидушку буду крепить отсюда, то есть отсюда снизу еще 2 самореза будет идти. И потом через дно вот так вот пролезу ручкой и прикручу сидушку нашу к пуфику. Но я говорю, более подробный мастер-класс у меня есть, как я делала предыдущий пуфик. Я там все объясняла. В принципе, по тому же принципу и этот будет тоже. Так, друзья, такой небольшой совет. Смотрите. Прежде чем вкручивать сюда саморезы, я просверлила отверстие тонким сверлом, там, где у меня будут проходить саморезы. Для чего? Для того, что бывает, саморез начинаешь вкручивать сразу, допустим, в непросверленное отверстие, может лопнуть вот доска эта. Просто лопнет и все. А если мы сначала просверлили сверлом, все. Мы уже спокойно можем вгонять сюда саморез, и ничего у нас не лопнет. Вот, прежде чем прикручивать, я делаю отверстие сверлом. Так, друзья, рассказываю. Значит, торцы закрасила черным, дно сделала вот синежем, тонирующим лаком. Теперь будем прибивать наше дно гвоздочками. Готово. Так, теперь нам нужно сюда поставить ножички. Я покупала в Леруа Мерлен. Вот такие вот силиконовые ножки. И вот мы их с вами приклеим. Так, друзья, ножки разметила. Теперь приклеивать буду на вот такой клей Титан. Прозрачный клей, стекло, пластик, керамику.
Беру ножку. Вот так немножко между собой, чтобы выровнять. И даю немножко заветриться. Вторую пару тоже так же. И пусть полежат. Минут 5 полежат. Чуть-чуть прихватится клей. Переверну и приклею. Так, 5 минут прошло. Все, теперь дам полчаса, пускай схватится. И готово. Ножки будут защищать полы от того, чтобы пуфик не поцарапался. И пуфик будет защищать, чтобы дно не царапалось. В общем, как-то так. Ну все, мои хорошие, работа окончена. Вы знаете, мне нравится то состояние, когда ты смотришь на работу, и глаз на ней отдыхает. Она мне нравится. Мне кажется, ничего лишнего здесь не должно быть. Вот как она есть. Я ее немножко сначала видела по-другому, но в процессе работы я понимала уже, где, что и как нужно сделать. Но это, опять-таки, это только мое видение. Все мы разные, у каждого свое видение. Я вижу его так, и мне оно нравится. По поводу пуфика, значит, насчет каретной стяжки, где я подсматривала мастер-класс, как делать каретную стяжку, все ссылочки. Лучше профессионалов это никто не сделает, не расскажет. Поэтому ссылки на видео мастер-класс, где я подсматривала, как это делать, я оставлю внизу под описанием видео. А сейчас я буду готовиться к новому мастер-классу, достаточно сложному. Ну, я так думаю. Опять-таки, в голове какая-то картинка есть, но она такая еще пока размытая, пока четких таких вот очертаний, что будет на выходе, нет. Пока только задумки. Буду к ней готовиться. Ну, а вам, если понравился этот мастер-класс, если он был для вас полезен, пальчик вверх. Не забывайте, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Ну, а я сейчас проведу вам экскурсию, покажу в детальках все это трюмо и пуфик. И пойду готовиться к новому мастер-классу, чтобы вы у меня не скучали. Пока!